Представьте себе птицу, которую люди веками считали символом счастья, мира и семейного благополучия. Ее изображают на открытках, о ней рассказывают детям сказки, а в народных легендах именно она приносит младенцев. Но что если за этим добрым образом скрывается настоящий охотник? Сегодня мы поговорим об аисте, птице, которая выглядит безобидной и даже благородной, но на самом деле является одним из самых эффективных хищников среди обитателей лугов, болот и сельской местности. Когда аист медленно шагает по траве, кажется, будто он просто прогуливается. Однако в этот момент его глаза внимательно следят за каждым движением вокруг. Любая лягушка, мышь, ящерица или змея может стать добычей. Аисты обладают невероятно острым зрением. Они способны заметить движение маленького животного на значительном расстоянии. Как только жертва обнаружена, птица резко наносит удар длинным мощным клювом. Часто добыча даже не успевает понять, что произошло. Многие считают, что аисты питаются исключительно лягушками. На самом деле их меню гораздо разнообразнее. Они поедают насекомых, кузнечиков, жуков, дождевых червей, рыбу, ящериц, змей, мелких птиц и различных грызунов. Особенно впечатляет их способность охотиться на змей. Аист хватает пресмыкающийся быстрым движением клюва и начинает наносить удары до тех пор, пока жертва не перестанет сопротивляться. После этого змея проглатывается целиком. Причем иногда добычей становятся даже ядовитые змеи. Благодаря скорости реакции и точности ударов аист способен справляться с весьма опасными противниками. Размеры этой птицы также заслуживают внимания. Высота взрослого белого аиста может превышать 1 метр. Размах крыльев достигает 2 метров, что сравнимо с ростом взрослого человека. Когда такая птица расправляет крылья, она выглядит по-настоящему внушительно. Несмотря на крупные размеры, аисты великолепно летают. Во время перелетов они могут преодолевать тысячи километров. Каждый год миллионы аистов отправляются из Европы в Африку и обратно. Самое удивительное, что большую часть пути они пролетают практически без взмахов крыльями. Птицы используют восходящие потоки теплого воздуха и буквально парят в небе. Экономя энергию, во время миграции аисты собираются в огромные стаи. Иногда в одном месте можно увидеть сотни и даже тысячи птиц, кружащих высоко над землей. Но вернемся к их хищному характеру. Мало кто знает, что аисты способны разорять чужие гнезда. Если представится возможность, они могут съесть яйца других птиц или даже их птенцов. Для хищника это просто еще один источник пищи. Иногда добычей становятся молодые кролики, крысята и другие мелкие млекопитающие. Аист не выбирает еду по принципу симпатии. Все, что можно поймать и проглотить, рассматривается как потенциальная добыча. Интересно и то, что у аистов почти отсутствует голос. В отличие от большинства птиц, они редко издают привычные нам звуки. Вместо этого аисты используют необычный способ общения – громкое щелканье клювом. Во время встречи пары можно услышать целую серию быстрых щелчков, напоминающих работу деревянного механизма. Так птицы приветствуют друг друга, обозначают территорию и демонстрируют свое настроение. Еще одной особенностью аистов являются их гигантские гнезда. Обычно они строят их на крышах домов, деревьях, башнях и столбах. Поскольку многие пары используют одно и то же гнездо десятилетиями, размеры сооружения постоянно увеличиваются. Некоторые старые гнезда достигают 2 метров в диаметре и весят несколько сотен килограммов. Известны случаи, когда вес старого гнезда превышал массу небольшого автомобиля. Для людей соседство с аистами часто считается добрым знаком. Во многих странах существовало поверье, что птица приносит удачу дому, на котором свило гнездо. Однако жизнь аистов далека от сказки. В природе действует суровый закон выживания. Когда пищи становится недостаточно, родители могут сосредоточить заботу только на самых сильных птенцах. Более слабые детеныши иногда погибают из-за нехватки еды. Такое поведение может показаться жестоким, но для дикой природы оно вполне обычное. Главная задача родителей – сохранить хотя бы часть потомства. Птенцы аистов появляются на свет покрытыми светлым пухом. Первые недели они полностью зависят от взрослых птиц. Родители постоянно приносят им пищу, а в жаркую погоду даже воду. Иногда взрослый аист набирает воду в клюв и буквально поит своих детенышей. По мере взросления молодые птицы начинают тренировать крылья прямо в гнезде. Спустя несколько месяцев они уже готовы к своему первому большому путешествию. Интересно,
Известно, что продолжительность жизни аиста может достигать 20 и более лет. За это время птица совершает множество миграций, преодолевая расстояния, которые в сумме могут составить сотни тысяч километров. Несмотря на свой миролюбивый внешний вид, аист остается настоящим охотником. Его длинные ноги позволяют передвигаться по болотам и высокой траве, острый клюв превращается в эффективное оружие, а превосходное зрение помогает замечать даже самую осторожную добычу. Возможно, именно поэтому аисты смогли успешно приспособиться к жизни рядом с человеком и при этом сохранить свои природные инстинкты. И все же удивительно, насколько сильно реальность отличается от распространенного образа этой птицы. Мы привыкли видеть в аисте символ добра и семейного счастья. Но природа создала его не для сказок. Перед нами крупный пернатый хищник, который ежедневно выслеживает добычу, убивает ее и выживает благодаря своим охотничьим навыкам. Так что в следующий раз, увидев белого аиста, парящего высоко в небе или шагающего по лугу, помните, за его красивым белым оперением скрывается один из самых эффективных охотников среди птиц. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, о каком удивительном животном вы хотели бы узнать в следующий раз.